Привет, я Саша. Я продолжаю рассказывать вам про свое путешествие во Вьетнам. Несмотря на то, что я прилетела во Вьетнам в сезон дождей, в первые дни моего путешествия с погодой мне очень повезло, и была очень классная, прям суперская погода, потрясающая. Было жарко, было солнечно и вкусно. Хочется суп. Курица. Нет. Дикая кухня. Вот этот раздел выберем. Стейк из крокодила. Крокодил под соусом маракуйи плюс картофель фри. Стейк из страуса. Страус под соусом из маракуйи. Жареная лягушка. Лягушка с лимонграссом. Класс. Ну, кроме ресторанной еды, есть, конечно, и уличная. Ее очень много. Например, вот так вот на гриле можно себе взять какие-то шпажки, ну, какие вы хотите выбрать. И вам их тут же приготовят. Кстати, это очень вкусненько. Ну, я не отравилась. Уличная еда, кстати, достаточно бюджетная. Да и, в принципе, в ресторанах тоже покушать не сильно дорого, если переводить на наши деньги. Сегодня традиционный завтрак – это боне, яичница с говядиной. Подается вот в таких вот прикольных тарелках. Прям в них и готовится на горячем. Вот. К ней мне принесли еще булочку и салатик. Короче, должно быть это очень вкусно. Видите, как интересно здесь стригут деревья. Причем они огромные. Это, наверное, лучше подгоняют, чтобы их вот так вот подстричь. Прекрасная мечанка. Я, кстати, здесь не ходила ни на какие экскурсии. Это моя принципиальная позиция. Мне не хотелось, а хотелось просто гулять самой, наслаждаться городом, куда-то ездить самой именно. И смотреть, и все делать по своим ощущениям. Мне такой образ жизни в путешествиях очень-очень нравится. Ну и еще по кайфу путешествовать одной, когда ты ни от кого не зависишь. То есть проснулся и по своему настроению делаешь то, что хочешь. Немного вам вечернего, практически уже ничанга. Время близится к 4. На улице очень комфортно. Море штормит. Классно. Смотрите, какая красота. Просто невероятно красиво. Там вон какие-то острова. Там вон Винперл. Там центр. Очень красиво. Невероятно классно. Когда-нибудь все-таки хотелось бы здесь пожить пару месяцев. 2-3. Виды открыточные. Свет потрясающий. Погода супер. Классно. И да, кто-то скажет, что в компании веселее, но мне хорошо самой собой. И я в путешествиях наслаждаюсь своим одиночеством и своими впечатлениями от нового города. Ну и вдруг вы скучали по Советскому Союзу. Мы же в коммунистическом Китае, и здесь вот
Эмблема на здании. Надо сказать, что все эти символы очень органично здесь смотрятся. Классно. А еще здесь вот такие вот мультяшки. О, и кто-то еще. Коровка. Некоторые кафешечки вне сезона не работают. Сейчас в Ничанге низкий сезон, то есть сезон дождей, и туристов меньше, чем обычно. Кстати, основные туристы в городе – это русские и корейцы. Продолжаю восхищаться пиарным мастерством. Смотрите, елочки. Ну, елочки, старибели. Очень красиво. Блин, это же так здорово смотрится, когда вот так вот все как-то аккуратненько сделано. Парки классные, блин, вот такие парки в Батуми тоже видела, и там тоже люди гуляют, проводят время, там, правда, не новые парки, и еще деревья только растут, но смысл-то в том, что возле моря оно так и должно же быть. Спортивные площадки, люди занимаются спортом на тренажерах. Зашла в песок. Море чудесное. Острова. Ну, красиво. Продолжаю комфортненько гулять. Иду в северную часть города. Смотреть, что же там. Ну, почти уже дошла. Надо обогнуть вот этот вот, получается, мыс по дороге. И все. Будет так. Продают лотерейные билеты. А вот здесь стоянка автобусов. Хотя первоначально показалось, что это какой-то кемпинг. Ну, может, кстати, кемпинг и есть. Там вон цветные лодки какие-то. Возможно, туристический какой-то объект или что-то в этом роде. Вот этот остров, на который возят туристов. Видимо, это какой-то из островов, не помню. Сегодня гид отельный, вот, судя по автобусу, вот этим, это так и есть. Гид отельный сегодня рассказывал. Что-то, я не слушала его, потому что все экскурсии у них очень дорогие. А вот человек просто собирает что-то, какую-то траву для себя. Что-то трава, не знаю. Возможно, какие-то растения, которые потом идут, чтобы из них что-то сделать. Вот, приехал на мопеде. Там вон такие красивые виды. Вот так вот. А еще просто прикольный стрит-арт, посвященный рыбам. Длинной достаточно. Вот, разные рыбы. Морские, так сказать, обитатели. Страшные и не очень. Прикольно. Смотрится очень прикольно. А там вон наверху самая переоцененная, наверное, достопримечательность Ничанга — сад камней. Ну, там красиво, пофоткаться можно, но, по сути, такая искусственная достопримечательность. Хотя, не знаю, я здесь 2 дня не сделала ни одной фотографии пока что. А надо бы, наверное, пока солнечно. Путь на север продолжается, и я уже пришла вот к этому знаменитому русскому ЖК. Поясню, почему русскому, потому что здесь живет много наших соотечественников.
симпатично, конечно. Но не моя тема. Не моя. Возможно, японцы всякие залипают, им нравится такое, это такое все. Камневое. Смотрите, песочек. Видно. Сказать, на этом пляже тоже волны. Но народ купается вон там понемногу. Ну тут, конечно, да, поменьше волны. Но ветер сильный. Ладно, пройду еще немножко. И будет понятно, что это что. Ой-ой-ой. А вот тут посмотрите, как прикольно. Обычные вьетнамцы, достаточно престарелые, многие из них занимаются на пляже после работы какой-то гимнастикой. Просто собираются под музыку, приходят вот с ковриками и вот так вот проводят время. Ну, молодцы же. Что-то красивое. Только я собиралась уже уезжать и даже нашла остановку, но увидела, что здесь красивый вид. И здесь, правда, такие лодочки, рыбаки рыбачат. Так спокойно закат. Очень красивое место. Там, кстати, рядом я нашла прикольное небольшое кафе, где подают только напитки, даже закусок нет. Ну, может быть, какие-то сухарики или чипсики только, если. Ну, то есть очень просто. И там классно прям сидеть и смотреть на закат, что я, конечно же, и сделала. Вот так вот день мой закончился. А впереди меня ждало много-много всего интересного. Подписывайтесь, чтобы узнать об этом самыми первыми. Я непременно расскажу об этом еще. Спасибо за внимание.